Всем огромный привет! С вами Светлана Божина и добро пожаловать на мой канал. В преддверии свадебного сезона мне очень захотелось поговорить с вами про обручальные кольца, показать свое обручальное кольцо, рассказать, из каких вариантов я выбирала и, быть может, помочь кому-то из вас определиться с выбором. Когда мы с Сашей женились в 2013 году, это был прекрасный солнечный июльский день, и до сих пор это один из самых лучших дней в моей жизни. Мы вообще не задумывались о том, какие у нас будут свадебные кольца, какие у нас будут наряды, туфли, украшения. Честно, у нас все было самое дешевое. Свадебное платье я заказала на Алиэкспресс из Китая. Я посмотрела на сайте, посмотрела в салоне 20 с лишним тысяч, на сайте такие же, как мне показалось, за 7. И вот я сначала одно заказала, оно мне в корсете было велико, я его продала, и потом заказала второе, оно мне подошло, и вот в нем я выходила замуж, хорошее платье. У Саши тоже был недорогой костюм, а обручальные кольца мы купили в ювелирном магазине, просто зашли, сказали, нам нужны кольца, нам сказали, вот, смотрите, какой ассортимент, мы посмотрели такие, чтобы, знаете, обычные, гладкие, небольшие, купили, они около 3000, по-моему, тогда стоили, и все. На свадьбе я, кстати, очень переживала, как бы кольцо не уронить, я верю. Не во все, но некоторые приметы. Я знаю, что если кольцо упадет, плохая примета. Напишите, у кого-нибудь такое было. Поэтому я прям вот так его Саше одела, чтобы оно ни в коем случае никуда не улетело. Свадьба получилась веселая, классная. И я рада, что основной бюджет у нас ушел не на наряды и кольца, а на то, чтобы устроить классную вечеринку для наших родных и близких и пригласить всех. Нам было все равно, какая на нас одежда и обувь, нам главное было снять хороший зал, чтобы гости чувствовали себя там комфортно, чтобы была вкусная еда, чтобы были хорошие напитки, ведущий, шоу-программа, у нас, кстати, был фокусник, вот, и чтобы всем все понравилось. Ну, так все и произошло. Это был, наверное, самый веселый день из всех вечеринок. Все танцевали, гуляли, и мы рады, что сделали этот праздник. Потом, со временем, когда мы поехали жить в Таиланд, часто ездить в Бангкок, гулять по магазинам, узнавать о существовании различных брендов, смотреть фотографии в интернете, ну, девушек-блогеров, какие у них украшения. Я узнала, что есть вот магазин Cartier, и часы там купила. И в какой-то момент Саша увидел, что у них есть еще ювелирные изделия, и он мне сказал, а хочешь, мы тебе заменим обручальное кольцо? И я думаю, давай, а что, так можно? Мне очень понравилась эта идея, потому что у них очень красивые ювелирные украшения. И когда мы решили заменить кольцо, я, как всегда, подошла к этому вопросу со всей ответственностью. Я посмотрела обручальные кольца всех самых известных ювелирных домов, потому что я считаю, если есть возможность купить такое классное кольцо, то нужно посмотреть все варианты. И на самом деле вот этих ювелирных домов с историей у нас не так много, поэтому выбор не такой уж и огромный. Я знаю, что многие покупают обручальные кольца и после свадьбы, спустя там 5, 7, 10 лет, по причине того, что первое утратило свою красоту, допустим, если оно было недорогое и тонкое, то оно все уже покоцанное, но это можно отполировать. Оно кривое, часто слышу, оно не налазит уже все на палец, надо его как-то увеличивать, а зачем, когда сейчас столько красивых вариантов, и если есть возможность, почему бы не подобрать. Саша, кстати, вообще не носит обручальное кольцо, потому что оно не налазит ему на палец. У него пальцы таким образом, вот у меня пальцы прямые, а у него вот здесь вот палец, потом такой выступ из косточки и снова палец. И кольцо по размеру здесь не проходит в середине, то есть застревает за этой косточкой, и все, ни туда, ни сюда. Либо покупать очень большое, которое тут заходит, но оно спадает, либо оно не налазит. Я даже им предлагала такой вариант, я говорю, давай мы кольцо купим, пойдем к ювелиру, он его вот так раскроет и на тебе запаяет, тут зашьет, и ты будешь с кольцом. Но он сказал, что нет, когда пальцы потолстеют, то он купит себе тоже кольцо и будет носить. Из всех вариантов, которые мне приглянулись, я выбрала один, единственный. Мне, кстати, нравится несколько обручальных колец, и дальше я покажу, какие мне еще нравятся. Жалко, нельзя купить 5 обручальных колец, нужно выбрать только одно. И я остановила свой выбор на кольце Cartier. Такой здесь пакетик.
Конечно, все это было очень красиво упаковано. Купили мы это кольцо в Дубае в 2022 году, вот когда ездили. Та-дам! Посмотрите, как красиво. Мне очень нравятся упаковки украшений в Cartier, потому что ты получаешь не просто какую-то коробочку картонную, ты получаешь целую шкатулку, в которой потом можешь хранить украшения. Давайте я вам покажу поближе. Это кольцо из коллекции Love, белое золото, такое вот оно, ничего лишнего, красивое, достаточно толстое, то есть если мое первое кольцо было прям тонюсенькое такое, можно было вот так согнуть, то это так уже не согнешь никогда. Это получается 51 размер, и ношу я его вот так, на левой руке. Многие спрашивают: Света, почему ты носишь кольцо на левой руке? Потому что я тут услышала, что здесь проходит какая-то вена, что ли, или артерия, которая соединяет этот палец с сердцем, то есть это ближе к сердцу. Плюс я правша и все делаю правой рукой, и если носить кольцо на правой руке, то оно быстрее портится. И еще я ношу часы на левой руке, часы у меня это не белое золото, это просто сталь, и кольцо по цвету подходит. Если бы у меня были золотые часы, я бы, наверное, купила золотое кольцо. Но так как золотые часы Cartier стоят как чугунный мост, и пока я о них только мечтаю, я ношу такие, и вот кольцо подходит по цвету. Хотя на этой руке у меня желтое золото. Мне вообще нравится все золото. И желтое, и розовое, и белое. Многие говорят: мы не любим розовое золото, вот у нас принципиально белое. Ну не знаю, я вот в Cartier захожу, смотрю, у них изделия из желтого золота, они прекрасные, белые, да все красивое на самом деле, если это сделано с умом. Иногда бывает, что в парах один кто-то хочет кольцо из белого золота, а другой из желтого или розового. Я лично знаю пару, где парень хотел из розового золота кольцо, а девушка из белого. И у них прям такие были дебаты. Я думаю: да вы что, ребята, вы еще не поженились, а уже никто не хочет уступить. Напишите, какое у вас обручальное кольцо: из белого золота, из желтого или из розового. А еще напишите, носит ли ваш муж обручальное кольцо. Я часто замечаю за своими друзьями, парни как-то не носят кольца. Кто что говорит: оно мне на работе мешается, говорит, оно мне не нравится, оно не налазит. Миллион причин, но я как-то замечаю, что девушки чаще носят обручальные кольца, чем мужчины. Моя мама с папой, кстати, не носят обручальные кольца, потому что, угадайте почему. Мне очень нравится, что у моего кольца красивая история. Данная модель родилась в 1970-х годах в Нью-Йорке как символ нерушимой любви, свободной от условностей и преград. По всему кольцу идут такие мотивы в виде винтов, что олицетворяет прочность и нерушимость чувств. Как это кольцо в носке? Вот оно у меня с 22 года, оно выглядит хорошо, по-прежнему сияет. Вот его берешь в руки, оно такое, знаете, тяжеленькое, прям как кольцо Фродо из «Властелина колец», очень толстое. Вот у него края такие прям очень толстые, серьезные. Снаружи хорошо сияет, изнутри. Конечно, на нем очень много мелких коцок, потому что оно со мной всегда. Когда я делаю какую-то работу по дому, я снимаю, потому что я боюсь, что химия может его как-то испортить. Не знаю, привычка. Или вот в эти мотивы забьется мыло или еще что-то. Стараюсь снимать, когда убираюсь, но в основном я его ношу постоянно, и оно выглядит прилично. Можно отдать его отполировать, но я не вижу смысла. Зачем? Оно и так прекрасное. Смотрю, как оно выглядит на фотографиях, на видео. Мне все очень нравится. Приятное, комфортное на руке. Пальцы вот так складываются, и оно мне не мешает. Я его не чувствую. Носится легко, легко надевается и не спадает. Вот я даже вот так вот сильно трясу, даже проводила эксперимент на холодные руки, и оно не спадает, но при этом не давит. Я не люблю, знаете, когда палец в кольце как сосиска, вот так выпячивает по сторонам. Нет, я хотела, чтобы оно именно вот лежало на коже и не сдавливало ее. Вот мне прям нравится этот размер. Когда вы приходите в Cartier, да и вообще в любой магазин, старайтесь не мерить на холодные руки и отекшие руки, потому что там тоже до размера может варьироваться. Максимально привыкните к температуре и только потом проводите примерку.
В общем и целом, я по-прежнему в восторге от этого кольца, храню я его в шкатулке, вот этой. Хотя сейчас подумываю о покупке большой шкатулки, куда бы я сложила все свои украшения. Я хочу, чтобы эта шкатулка была с прозрачным верхом, чтобы там было стекло, и я, заходя в гардероб, могла видеть свои украшения. А то они так лежат все в коробочках, я их не вижу. И сейчас я вам покажу варианты, между которыми я выбирала кольца, которые на сегодняшний день считаются самыми желанными среди девушек по всему миру. Начну, конечно же, с Cartier. Это мой любимый бренд, потому что у них самое большое количество изделий, которые мне нравятся. Мне нравятся какие-то вещи и у других производителей, но Cartier номер один. Мне нравится практически все. Я бы все себе хотела. Вот смотрите, коллекция Love. Это вот как у меня. Это кольцо, называется Love Wedding Band, и оно представлено не только в разных цветах, но и в нескольких размерах. Вот у меня классическая узкая модель, есть еще широкая. Вот они, посмотрите, узкая $1250, а широкая 1940 из желтого золота. И причем у них почему-то белое золото всегда чуть-чуть дороже, чем желтое и розовое. Вот эти кольца топовые. Есть модели с бриллиантами, с одним, вот видите, тоже как интересно смотрится. Мне очень нравится вот это кольцо. Прям вообще красивая. Маленькая модель, $4950 оно стоит, усыпано бриллиантами. Красивутее, не могу, всегда на него смотрю, думаю, вау, какое красивое. Еще у них такой же браслет есть, очень красивый. Посмотрите, вот оно в желтом золоте и в белом. Роскошь, красота. Вот девушка может себе такое кольцо подобрать, а парень, допустим, как у меня, взять широкую модель, тоже будет очень круто смотреться. Все-таки, если есть возможность, лучше сразу такие кольца взять, они будут так красиво смотреться на свадебной фотосессии. Фотографы часто фотографируют, как колечки лежат, и это будет супер. А есть люди, которые заказывают копии этих колец, там под Cartier, под Bulgari. Я никогда не критикую тех, кто заказывает копии или носит подделки. Это ваш выбор, ваша жизнь. Я вообще никогда никого стараюсь не критиковать. Но иногда, конечно, критикую. Если кто-то мне там что-то скажет, то да. А вообще это ваше дело, ваш выбор. Вот, посмотрите, такие они красивые. Ну вот мне нравится даже больше без бриллиантов. И вот это широкое кольцо, очень красивое, невероятное. $7250. Ух! Ну, если возможность есть, то это очень красиво. Дальше сейчас покажу, что мне еще нравится. У Cartier есть очень красивая коллекция Trinity. Это кольца с историей, там 3 кольца соединены в одно изделие. Получается кольцо из 3 колец белого, розового и желтого золота. Вот я тоже смотрела эти кольца, выбирала, но, как по мне, показалось простовато, что ли, на руке. Не знаю, не прям чтоб вау зацепил, но я вам сейчас их покажу. Вообще милота. Смотрится очень нежно, красиво. $1960 стоит. Вот, посмотрите, какая прелесть. Гравировка Cartier. В нескольких размерах тоже. Маленькая, средняя и большая модель. Ну и вот как оно выглядит на руке. Тоже красивое. Если вы хотите максимально классическое обручальное кольцо, то у Cartier тоже есть чем вас порадовать. Это модель кольца 1895 года. Посмотрите, стоит $790, что, в принципе, я считаю, не очень дорого. Но оно будет прям такое толстое, красивое, серьезное, ничего лишнего. Мне тоже оно, кстати, очень нравится. Вот из желтого золота, если хотите что-то подешевле. Вот такое кольцо мне нравится. Если у меня оно как-то больше прямоугольный край, то здесь закругленный. В общем, я думаю, будет незаметно в носке. $1820 его цена, тоже надпись Cartier. Ну и вот как оно смотрится на руке. Посмотрите, какая еще есть интересная модель, необычное обручальное кольцо, $1200. Его цена тоже красивая, и мне оно не подошло, но вообще красивое. И еще один вариант, который мне очень нравится в качестве обручального кольца, это кольцо из белого золота. Тоже здесь надпись Cartier, $1820 стоит, в нескольких цветах. Просто, лаконично и шикарно. Ничего лишнего. Я примеряла, но мне не подошло. Вот, но тоже красивое. Если хотите дорожку
с бриллиантов, то здесь тоже есть такой вариант, вот посмотрите. Шикарное, конечно, кольцо, $5000 стоит. Я на него смотрю и думаю, за что такие деньги? Такое кольцо можно купить в других магазинах, в наших, тоже будет дорожка с бриллиантиками. Здесь же малюсенькие бриллианты, они же не очень дорогие, намного дешевле. Но с другой стороны, как изделие, мы же его оцениваем, да, красивое. Каждый год Cartier повышает цены на свои изделия, поэтому если вдруг разведетесь, то сможете заработать на продажу своего кольца. У ювелирного дома Bulgari есть тоже кольца обручальные, которые нравятся девушкам. Мне кажется, если сделать предложение с таким кольцом, то большинство скажет да, даже если замуж не собирались, потому что эти кольца выглядят такими массивными, такими эффектными и на полных руках, и на худых пальцах. Они смотрятся прям вау. Заходит девушка, мне кажется, первое, на что ты смотришь, на ее кольцо. Поэтому, кстати, я не купила это кольцо, оно слишком броское. Прям мне показалось неудобно. Я называю кольцо шайба, но это называется B01 кольцо, но также в белом золоте есть, в желтом. Вот сейчас вам покажу. Вы только посмотрите. Это не кольцо. Это же просто шина какая-то. Круто смотрится, кстати, на мужчинах. И посмотрите, как красиво смотрится на руке. Но мне показалось оно неудобное. А вообще классное. Bulgari написано, все дела. И еще оно вот так вот сжимается, как пружинка. То есть вы на него нажимаете, и оно двигается. Фишка всех этих домов в том, что они создают украшения редко, но метко. Работают крутые дизайнеры, которые там раз в 100 лет сделают модель какого-то кольца, и она становится культовой, легендарной, и они редко обновляют ассортимент. Если ты зайдешь в какой-то наш ювелирный магазин, там, не знаю, мне кажется, каждый месяц обновление моделей, и очень много копий вот этих изделий. Я тут недавно заходила, и я нашла и Cartier, и Bulgari, и кого только нет. Но, конечно, когда ты знаешь, как выглядит оригинал, когда ты его примеряла или еще носишь, то сразу можешь отличить подделку от настоящего. Вот такое колечко у Bulgari, тоже красивое, ничего лишнего, достаточно объемное и для мужчин, и для женщин, можно прям парой взять. Не знаю, как вот эти ребра в носке, удобные или нет, но в общем хорошее. Есть еще одно кольцо, оно мне сначала очень понравилось, я его, кстати, примеряла, вот, посмотрите, в качестве обручального, тоже есть в нескольких цветах. Мне кажется, оно такое же толстенькое, как Cartier. В руках прям очень приятно ощущается. И мужчины могут носить, и женщины. Вот посмотрите, как оно выглядит на руке. По-моему, прекрасный вариант. Конечно, многие говорят, вот эти буквы смотрятся не очень. Есть люди, которым не нравится, когда на изделии указан бренд или логотип бренда. Но есть люди, которые к этому нормально относятся, и наоборот, для них это плюс. Мне просто понравилась форма этого кольца. Цена у него невысокая, где-то $1200. Здесь на сайте не пишут, но я его примеряла, где-то оно $1200 стоит. Хорошо так смотрится на руке. Ну, спорный вариант. Кто-то за эти буковки, кто-то нет. Сейчас мы с вами посмотрим Tiffany. Tiffany — это такой ювелирный бренд, который у меня ассоциируется именно со свадьбой. Но почему-то там я себе обручальное кольцо не купила. Для меня Tiffany — это больше помолвочные кольца с бриллиантом. Если вот вы хотите такое кольцо получить, то своего мужчину направляйте в ту сторону. Там действительно бриллианты высшего качества, вот уже много лет. Они производят потрясающие кольца помолвочные. И обручальные хорошие. Сейчас посмотрим с вами несколько моделей. Я там ничего себе еще до сих пор не купила. Я много скриню с сайта. Захожу в магазин, а там нету этих моделей. Какие-то очень урезанные коллекции в магазинах в разных странах. На сайте много всего. В магазин приходишь, нет. И думаю, ну и чё? Ничего нет. У Tiffany прям целый раздел свадебных колец. Красивая дорожка, мне нравится, у них $4000, дороговато, но если есть возможность, прикольно. Вот посмотрите, как смотрится на руке и как выглядит само изделие.
Опять же, на него смотрю, думаю, можно купить такое же кольцо гораздо дешевле. Это, конечно, не будет Тиффани, но выглядит так же. Это универсальная модель, которую повторяют многие ювелиры. Здесь вы можете купить хорошее обручальное качественное кольцо уже за $980. Вот мы сейчас с вами его посмотрим. Простое, лаконичное, мягкие грани, ничего лишнего. Внутри написано, что это Тиффани. Получается, у нас есть узкая модель за 980 и вот такая широкая за 1460. Например, широкая может взять мужчина, а узкая женщина. Вот это неплохое колечко, платина, 3 миллиметра. Красивые дорожки бриллиантов у них за $20 000 дороже, чем вся наша свадьба. Вот это кольцо у них тоже популярное в качестве обручального. Вот такое оно, платина и розовое золото. $1400 стоит. Вот это неплохое. Тоже его рассматривала, но не удалось примерить, потому что не было в наличии. Вот, посмотрите тоже, какое красивое. Но оно с такими, как шипами. Многие говорят, что обручальное кольцо должно быть гладкое, тогда и жизнь будет гладкая. Если оно с какими-то выбоинами, так сказать, то и жизнь будет с выбоинами. Вот еще тоже True Narrow Ring, тоже $1400, красивая. Но если верить в приметы, то тут капец, что будет в жизни, потому что оно мало того с такими выпуклыми частичками, так еще и с ямами, и с дырами. Ой, вот такая модель обручального кольца. Тиффани с 2 бриллиантами. Но здесь прям написано, что это Тиффани, все дорого, богато. $2950. Популярная модель, многие покупают, носят. Прям такая топовая, я бы даже сказала, и мужчины, и женщины. Но, как по мне, прям перегружена. И 2 бриллианта, и надпись, и вот прям все-все. Мне больше нравится у них вот это кольцо, сейчас покажу. Вот, посмотрите, $4000. Ну, понятно, почему оно мне больше нравится. Здесь нет никаких надписей, просто их фирменные тэшечки, логотипы. Тоже оно универсальное для мужчин и для женщин. В нескольких вариантах оно есть. Но мне прям нравится вот это с бриллиантами, красивое. Как вы считаете? 360 градусов его можно посмотреть, покрутить. Все изделие. Удобно. Дорожка по всему периметру. Шик, блеск, красота. Вот оно красивое, очень в белом золоте. Посмотрите, с бриллиантами. $4250. Ну до чего шикарно, да? Нет, с таким кольцом даже разводиться не захочется. И еще моя любовь в нескольких размерах. $2000 и 2500. Вот за 2000 сейчас покажу. Желтое золото, ничего лишнего. Вот их фирменные тэшечки. И есть модель пошире за 2500. Вот их тоже рекомендую, если хотите именно кольцо от Тиффани. Даже звучит красиво, да? У нас на свадьбе кольца от Тиффани. Класс. Серьезное такое. Еще у них здесь есть кольцо. Не знаю, квартиру можно купить за эти деньги. $22 300. Вот еще 300. То есть придешь, за 22 не отдадут, еще 3 сотки давай. Здесь очень много бриллиантов. Мне кажется, оно вас затмит. И меня тоже, если я такое надену. Ну, в общем, у Тиффани можно купить хорошие, качественные, недорогие обручальные кольца, которые с годами не утратят своей цены. Они будут представлять не только ценность, но и высокую цену. $760. И можно под венец. Красиво, красиво. У Шопард есть тоже кольцо, которое часто берут в качестве обручального. Вот сейчас я вам его покажу. Как это называется? Шопардиссимо. Белое золото. Ну, здесь тоже, видите, гравировка бренда, но она такая неявная, не как в Тиффани, да, там прям пропечатано, а здесь попробуй догадайся. Вот как вам вариантик? Тоже красивое. Есть оно в розовом золоте. И еще мне очень нравится у них коллекция Ice Cube. Я примеряла, но мне не подошло. Есть варианты с бриллиантиками в каждой секции. Есть с одним бриллиантом, есть без бриллиантов. Вот здесь почему-то нет цен, но тоже без бриллиантов где-то $1200 стоило. Примеряла, не зашло. Что интересно, у Шанель тоже есть кольцо, которое многие берут в качестве обручального. Называется Шанель Ультра.
Здесь белое золото и керамика. Пишут, что нет наличия, но модель прям популярная. Тоже красиво, немножко похожа на Пантер Cartier, только вот это вот керамическое кольцо посередине. И есть еще такое же с белой керамикой и бриллиантами. Это, наверное, когда под венец идет какая-то супермодница. Не знаю, я бы не хотела себе обручальное кольцо Шанель. Я вот рассматривала Cartier, Bulgari, Chopard и Tiffany. Ну, из всех вот сделала выбор в пользу Cartier и не жалею. И давайте еще быстренько посмотрим обручальные кольца у Van Cleef. Есть классические максимально модели, розовое золото 18 карат. Есть с бриллиантами, есть вот такое обручальное с логотипом бренда. Честно, сторону Van Cleef в качестве обручального кольца я даже не смотрела. Я примеряла их подвески, браслеты. Тоже они интересные, красивые, но дорогущие. Я очень надеюсь, что сегодня я показала какой-то вариант, который запал вам в душу. Если да, то напишите в комментариях, какое кольцо вам понравилось больше всего. Сейчас, вспоминая нашу свадьбу, я также вспоминаю бюджет, который был на нее потрачен. Где-то, наверное, 250 тысяч рублей, но это было когда? В 2013 году. И мы на эти деньги очень хорошо погуляли. Вот так вот прикидывая, да, смотря варианты, на эти деньги можно сейчас купить только 2 обручальных кольца, там, Cartier, и то это вот не самые дорогие. И, конечно, думаешь, если у тебя на одной чаше весов кольца, на другой свадьба, конечно, я выберу свадьбу, а кольца вообще без разницы какие там. Главное в нашей жизни это эмоции, впечатления, радость родных и близких, как радовались наши родители в этот день, как они танцевали, участвовали в конкурсах. Я бы никогда это не променяла ни на одно самое даже дорогое кольцо в мире. Потому что сейчас многих из тех, кто был на нашей свадьбе, уже нет в живых. И сейчас делать свадьбу уже не имеет смысла. А зачем? Для нас двоих. Мы хотели устроить праздник именно нашим родным и близким, все вместе порадоваться. Поэтому вот этот вариант не делать свадьбу, а купить себе лучше хорошие обручальные кольца, это не для нас. Мы сделали тогда такой выбор, и я и Саша уверены, что это был правильный выбор. На самом деле не в кольцах счастье, а счастье в горящих глазах ваших близких, которые искренне за вас радуются, как они участвуют в конкурсах, как дети. Поэтому вот все, что я сейчас сказала, это хорошо, конечно, но это вишенка на торте, но это не сам торт. Поэтому смотрите по вашему бюджету, ориентируйтесь только на себя, и если у вас будет возможность потратить сверх свадебного бюджета на кольца, то пожалуйста. Если пока такой возможности нет, не заморачивайтесь. Главное, будьте счастливыми. И, конечно, мы все должны понимать, что кольца, какими бы дорогими они ни были, ничего не гарантируют. Сколько я знаю пар, которые потратили миллион на свадьбу, у которых были Cartier в бриллиантах, они и год не прожили. Поэтому от вещей не зависит ничего. Да, приятно надевать эти вещи, потому что это кольцо для меня, это и символ любви. Приятно, что спустя столько лет Саша мне предложил вообще его заменить. Он бы мог ничего не предлагать. У тебя есть кольцо? Есть. Ну и все. А мне приятно, что спустя столько лет, да, после свадьбы он сказал, а давай заменим. А вот пусть у тебя будет красивое кольцо такое вот. И это здорово. Вот эти ощущения приятные сами, что человек так к тебе относится. Кольца, которые я сейчас показала, для многих дорогое удовольствие. И у вас есть 2 пути. Выбор. Вы можете сказать, ой, столько денег выбрасывать на какое-то кольцо, я думаю о более важных вещах, о своих детях, о своей семье, я лучше эти деньги потрачу туда, и вы абсолютно правы. Либо вы можете сказать, ой, круто, у меня сейчас нет возможности купить такую вещь, но что-то в моей голове зародилось, я тоже хочу. Очень много людей покупают такие вещи, и зачем себе в этом отказывать, хотя бы в голове? Позвольте себе об этом мечтать. Я не говорю, что об этом только надо мечтать. То сейчас, я знаю, будут писать, да, у тебя мечты, только Cartier купить и все, а есть что-то более высокое. Я с этим согласна. И я сама тоже стараюсь двигаться в пользу чего-то высокого. Но мне всегда было не то, что обидно, я думаю, столько людей обычных совершенно покупают
Cartier, Tiffany выходят из магазинов с одним пакетом, с двумя, просто обычные люди. Почему не я? Я тоже хочу. Я, может, тоже хочу в жизни попробовать все самое лучшее, что есть в этом мире. Почему нет? Надо себе позволить в уме, и это обязательно притянется. Вы можете сказать, у меня сейчас нет денег, а мне это не надо. Это вот шум, это побрякушки. И у вас этого не будет. Ну а зачем? Когда вы можете это получить, в этом нет ничего плохого. Главное сказать, я тоже бы хотела выбрать кольцо, которое вам нравится, мечтать его, представлять, как оно будет красиво сидеть на вашей руке, как вы будете его выбирать, открывать коробочку. Это приятные такие мысли, и они притянут действия. И в итоге вы купите все, что вы хотите. Кольцо, браслет, часы, машину. Мечтайте. Вот о чем я хочу сказать. Не ограничивайте себя. Пусть вам на все будет хватать денег. И на детей, и на себя, и на семью, и на какие-то украшения. Я вот посылаю вам эту энергию. Желаю, чтобы вы жили в достатке и могли себе позволить все украшения мира. И чтобы для вас это было недорого. Большое спасибо, что посмотрели этот выпуск. Если он вам понравился, то ставьте лайки. Это лучшая поддержка для меня, лучшая благодарность. Подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях свои варианты, что вам понравилось, что не понравилось, вообще свое отношение к обручальным кольцам. Увидимся в следующих выпусках. Я вас очень всех люблю. До новых встреч. Пока. Дорогие Саша и Света. Дорогие, наверное, дорогие, в первую очередь потому, что вы дорого вообще обошлись сегодня. Вот это все для всех, для нас. Вот эти платья там. Для вас в первую очередь, для вас. Можно поправку? Подожди. Я хочу вам пожелать, чтобы всю вашу жизнь совместную. Это не я сказал. Я такого вам не желал. Хочу пожелать, чтобы вас всегда окружало все дорогое. Самое дорогое. Ну и чтобы для вас это не было дорого. А чтобы самое дорогое для вас было, это, конечно, семья, которую вы сегодня создали.